Депутат от «Единой России» и член Думского комитета по обороне Андрей Колесник на днях побеседовал с корреспондентом газеты «РУ» и сильно обрадовал ее читателей, заявив, что российской армии придется брать Одессу и отрезать Украину от Черного моря. Если что, путь до Одессы проходит через Херсон и Николаев, а длиной он более 200 километров от нынешней линии фронта. Российская армия и близко к ней не приближалась за время этой войны. Максимум, куда она доходила, это чуть дальше Херсона. И оттуда была выбита еще в 2022 году. Сама Одесса – город-миллионник с площадью в 5 купянсков, а под землей там находятся обширные катакомбы на месте бывших каменоломен. Чтобы хотя бы теоретически решить задачу по захвату Одессы, необходимо не просто иметь многократное превосходство в живой силе, эдак 3 человека откуда-то взять, но нужно еще, чтобы на заданном направлении российских солдат было больше, чем у ВСУ дронов. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов. Да-да. Заявление единоросса Колесника удивляет не безответственностью, в ней как раз нет ничего удивительного. Поражает невероятная несвоевременность. Ведь скоро выборы в Госдуму. Миллионы российских избирателей проводят часы и даже дни своей жизни в очередях за бензином. В разгар лета это крайне сомнительное удовольствие. Машина раскаляется на солнце. Из доступных развлечений – регулярные СМС-оповещения о беспилотной или ракетной опасности и попытки поймать интернет. Когда удается таки его поймать и включить нужный VPN, люди натыкаются на рекламу во ВКонтакте. Зачем ждать мобилизацию? Иди служить за выплаты. А еще видят вот этот новостной заголовок. В Госдуме пообещали освободить Одессу, от которого даже на развлекательном ресурсе Пикабу не скрыться. Мы ничего не знаем о работе депутата Колесника в Комитете по обороне. Вероятно, у него сейчас одна задача – накануне выборов не генерировать раздражающих заголовков. Но депутат эту нетрудную миссию провалил. Правда, не он один. Моду задает лично глава государства. О чем сегодня и поговорим. Прежде чем начнем, напомню. В описании есть ссылка на гайд по обходу ограничений интернета в России. Мы его постоянно актуализируем, убираем то, что не работает, добавляем что-то новое. А спонсирует эту рубрику сервис mCard. Он выпускает виртуальные карты, которые можно пополнить через СБП или криптовалютой и расплачиваться ими за границей, как обычными. А если вы сейчас подбираете себе VPN, присмотритесь к Liberty VPN. У них сейчас акция 30 дней бесплатно, без привязки карты. Вы наверняка слышали афоризм, который приписывают Марии Антуанетте. Если нет хлеба, пусть едят пирожные. Она закончила жизнь на гильотине вместе с мужем, королем Людовиком XVI. Путинское чиновничество такое тоже периодически выдает. К примеру, еще в 2010 году губернатор Подмосковья Борис Громов посоветовал автомобилистам: если страдаете от пробок, купите вертолет. Да и Владимир Путин в 2014 году выдал знаменитую реплику: а зачем вам машина, если нет дороги? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я автолюбитель. Плачу транспортный налог 4000, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем очень вам машина-то? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Это провокация какая-то прям. Нет, это не провокация. Владимир Владимирович, это просто у нас такой наболевший вопрос. Бывает, что люди больные и не на чем везти, потому что дорога очень ужасная. У Громова, Путина и Медведева с его знаменитым «денег нет, но вы держитесь» у всех них было большое преимущество. Они блистали красноречием в условно благоприятные времена. Их реплики вызывали некоторое раздражение, но было бы огромным преувеличением сказать, будто они подносили свечу к бочке с бензином. Сейчас ситуация иная. В России, как метко заметил журналист Александр Баунов, поменялся состав воздуха. И накануне дня голосования не стоило бы злить граждан-то. Взрыв недовольства может произойти не только на кухнях и в соцсетях. Люди, которые обычно политикой не интересуются, могут взять да и прийти на выборы и накидать там не те бюллетени в урну.
Системе особо нечем сейчас умаслить избирателя. Вернее, есть лишь один надежный вариант – срочно закончить войну, получить на этом волну общественной эйфории и в оставшиеся 2 месяца целиком переключиться на внутреннюю повестку. Так как этого не хочет Путин, остается другая опция – хотя бы не бесить граждан дополнительно, чтобы им в голову не пришло мешаться в этот тонкий момент. Оценить, насколько Путин может с этим справляться, вы можете по его самой свежей цитате от 13 июля. Вы знаете, часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается? Подобная цитата звучала бы в исполнении Путина плюс-минус органично в прошлые годы. Однако в июле 26-го такая риторика разительно не соответствует моменту. Подобное хорошо описано в еще советской киноклассике про Штирлица. Что иронично, сотрудник КГБ Путин наверняка смотрел ее не один раз. Вы говорили, что мы не можем драться. Вы правы, мы еще можем драться. Но нам уже давно пора начать диалог с Западом. Промедление смерти подобно. Сейчас весна 45-го, а не осень 41-го Рейхсфюрера. Примерно до мая этого года мы отмечали, что Путин как будто сам устал от своей затеи. Пустил боевые дела на самотек, дистанцировался от войны. Политтехнологически верным решением было бы продолжать в том же духе. Как бы отделить себя от неудачного завоевательного похода. Достать с антресоли Игоря Коношенкова, кстати, где он, и делегировать все сводки с фронта ему. Ведь Коношенкова все равно смотреть никто не будет. Однако, в самый неподходящий для этого момент, когда уже вся Россия ощутила на себе военные тяготы, Путин вдруг снова полюбил войну. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Ну, а сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает, ребята наши поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Вернемся в Петербург к общению Владимира Путина с главами международных информагентств. Один из вопросов был о том, надо ли останавливать боевые действия для начала переговоров с Украиной. Президент объяснил, почему нам это не нужно и почему это нужно Киеву. Российская армия наступает по всем направлениям. Под наш контроль переходят все новые и новые населенные пункты. Думаю, вы тоже заметили реплику об остановке боевых действий. Нам, говорит, это не нужно. Неизбежен вопрос, кто эти мы? Не отстает от начальника и министра иностранных дел Сергей Лавров. У него вообще есть особая должностная обязанность – периодически отказываться от заморозки войны по линии фронта. Заголовок из 24 года. Лавров не оценил идею Трампа о заморозке конфликта на Украине. 25 год. Лавров исключил остановку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Границы России закреплены в Конституции страны, отметил министр иностранных дел. Цитирую заголовки. Летом 26 года Лавров мог бы немного побыть дипломатом и не насыщать ленту новостей такими заголовками. Системе не очень-то выгодно напоминать россиянам, что война по-прежнему может быть завершена в любой день, и упирается тут именно Путин. Однако она об этом напоминает. Лавров вновь заявляет, что прекращения огня не будет. Дескать, Кремль готов вести переговоры и даже хочет их вести, но только не вместо войны, а параллельно с ней. Граждане России, мол, потерпят, ведь и не такое терпели. Об этом говорит уже не глава МИДа, а телевизионщики. Недавно Маргарита Симоньян решила, что будет отличной идеей поставить в пример россиянам саму себя. Ее реплика широко разошлась по Рунету. Но вот только не похоже, что российские зрители восприняли Симоньян как моральный ориентир. Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. Я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой.
не за Кока-Колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды, и приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с коромыслом, где-то там в деревне. Ну, было же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений. Они будут делать все вот это для того, чтобы мы, как в 17 году, побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись. Любопытно, что глава Russia Today в своей речи не единожды вспомнила 1917 год. А как противоядие от народного бунта предложила народу умеренность, терпение и аскезу. Симоньян даже посоветовала проводить поменьше вечеринок, хотя, казалось бы, при чем тут вечеринки? Ее коллега Владимир Соловьев в другой программе так вообще нашел в ситуации с бензином большой плюс. Чем меньше топлива, тем больше новобранцев в армию России, которую он почему-то регулярно называет Красной армией. Сейчас будет вставка почти на минуту. Они считают, что мы, которые прошли через тяжелейшие 90-е, которые видели все, и которые не потеряли своей родины, из-за проблем, которые возникают сейчас, продадим себя? Они не понимают, что да они могут сделать так, что у нас вообще бензина не будет. Это закончится только тем, что количество людей, которые подпишут контракт с Красной армией, вырастет в разы. Они не понимают. Вот, например, они нанесли удар по Усть-Луге, по Питеру. Так получилось, что буквально через некоторое время, там где-то через пару недель, я был как раз в одном организме. Организм — это не обидно название, это так в армии называется, то есть организационная структура, где как раз место дислокации находится в Ленинградской области. Мне сказали, у нас такого притока давно не было. То есть пошли мужики сказать, ах вы так? Да мы вас тогда всех в асфальт закатаем. Кстати, это превращается у Соловьева в отдельный жанр. 7 бед, 1 ответ. Что бы ни случилось в России, граждане, мол, выстраиваются в очередь в военкомат, чтобы отомстить. И много молодых. Молодые ребята совсем, которые пришли недавно. Я их спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. То есть ребята, там, это полк Карельский, очень хороший командир, прям Василий такой крепкий, и мужички у него все такие крепкие, грамотные. И пополнение, которое идет, не только из Карелии, это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. И они говорят, мы что-то посмотрели и подумали, а пришла пора дома защищать свои. Есть подозрение, что Соловьев выдает желаемое за действительное. Но ключевой вопрос здесь не в том, что он считает желаемым. Телеведущий описывает замкнутый круг. Бесконечная война продолжается, появляются все новые поводы отомстить, и, следовательно, новые солдаты для продолжения этой войны. Едва ли Соловьев тут выражает лишь свое личное мнение, хотя ему, конечно, такое положение дел выгодно. Но нет, вся политическая система во главе с Путиным несет себя к выборам именно с таким образом будущего, где придется терпеть и воевать. От таких заманчивых перспектив у некоторых граждан, которые раньше не очень-то активно выступали, возникает желание громко высказаться. И происходит это не только в очередях за бензином, а также не всегда в политкорректном ключе. На концерте недавнем в Екатеринбурге солист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов произнес речь, из-за которой ему отключили микрофон. Он заявил, что Жириновский был убит, возмутился, что спецоперацию не называют войной, прокричал «Слава России!» и призвал голосовать за КПРФ. Из всего, что сказал Викторов, можно вынести главное. Страна катится в пропасть, в России необходимо сменить власть. Но когда мои пацаны, с которыми я вырос, блядь, погибают, это слово даже, блядь, не произносят. Это не называют войной, это СВО. Мне становится обидно, блядь. Я с этими людьми вырос, блядь. Мой звукорежиссер закрывает мне микрофон, блядь. На уроках истории школьники часто задаются вопросом: разве могут властители быть настолько слепы, чтобы так последовательно вести себя к катастрофе?
Как же Людовик XVI не видел, к чему все идет? Как же Николай II не понимал, что каждым своим действием приближает себя к гибели? Почему правители и их придворные решали до последнего бесить людей? Где же было их политическое чутье и инстинкт самосохранения? Но в 22 году вся Россия вдруг зажила в учебнике истории. Система проводит эксперимент в натуральную величину, как над гражданами, так и над собой. Опыт масштабный, но не сложный. Посмотреть, когда рванет. Случится ли это на ближайших парламентских выборах, мы не знаем. 2 месяца в наши дни слишком далекий горизонт. В любой момент может наступить какая-то новая реальность. Тут не скажешь наверняка, что будет в августе, не то что в сентябре. Но воздух в России наполняется взрывоопасными парами, и при продолжении нынешнего курса они не могут не достигнуть критических значений. С чем идет на ближайшие выборы партия власти и вся властная система? С призывами приспосабливаться и терпеть. С обещанием продолжать заданный Путиным курс, никуда не сворачивать и дальше наступать по всем направлениям, будь то Одесса или Малая Токмачка, неважно. Система идет на выборы еще и со смутным ощущением опасности. Наиболее адекватные чиновники понимают, на нынешних лозунгах реальную политическую конкуренцию не выиграть. Но поскольку нет варианта уговорить Путина сменить хотя бы риторику, поскольку Лавров, Соловьев, Симоньян и депутат Колесник адекватным людям не подотчетны, приходится накануне выборов тотально зачищать поляну, массово раздавать оппонентам экстремистские статьи и отсекать человекообразных кандидатов на дальних подступах. Однако провести безальтернативные выборы с одной партией в бюллетене все равно не получается. А значит, вариант проголосовать за кого-нибудь, кто не олицетворяет собой нынешнюю власть, есть. Система последовательно увеличивает привлекательность именно такого варианта. И делает это достаточно эффективно. В сегодняшнем выпуске мы через запятую упоминали партию «Единая Россия», министра иностранных дел, 2 ведущих, у каждого из которых есть свой телеканал. При работающих конституционных нормах все эти люди могли быть самостоятельными акторами, каждый со своей свободой воли. Но в современной России они объединены одним словом – система. А во главе нее уже 27-й год стоит один человек. Мне было 15 лет, когда Владимир Путин пошел на первый президентский срок. Миллионы россиян при Путине родились и сами родили детей. Десятки тысяч из тех, кто при Путине появился на свет, уже погибли на войне. Для многих нынешний президент 2 десятилетия был настолько привычной частью ландшафта, что сложно было себе представить, будто может быть иначе. Путин на своем посту годами был настолько же естественным, как река Воронеж в одноименном городе или Ленские столбы в Якутии. Но сейчас эта естественность уходит. Никогда еще президент не был настолько в противофазе со страной и объективной реальностью. Он постоянно заявляет о военных победах, которых не существует. А те, которые существуют, подавляющему большинству граждан неинтересны. Интересно, чтобы вся окружающая россиян ненормальность, дефицит топлива, неработающая связь, сирены воздушной тревоги, закрытые аэропорты и полная неопределенность в жизни, чтобы все это закончилось. И все больше в стране понимания, что для этого нужна смена власти, смена президента. До завтра.